Hi everyone, my name is Eva Hardem and I'm happy to see you in my new video. Я не сошла с ума, я просто экспериментирую с приветствиями, you know. Сегодня у нас новое видео, влог. Неожиданный влог из моей неожиданной поездки в Казахстан, который мне пришлось разделить на две части, ибо я сняла слишком много материала. Ну, это я. Зачем я поехала туда, что я делала эти 2 дня, вы узнаете в этом и в следующем видео, поэтому не буду вас задерживать. Приятного просмотра! Что я могу пока что сказать о полетах одной, это то, что с мамой было намного удобнее. А еще на меня на досмотре докопались из-за пилочки и заставили вытащить ее и показать. А у меня второй выход. Я максимально отвратительно спала, очень дерганно и очень нервно. И сейчас мне предстоит найти другой международный терминал. А теперь мы в Москве. Я поехала без багажа, только с ручной кладью. Но она все равно у меня охренеть какая тяжелая, охренеть какая огромная. И поэтому в самолете какой-то добрый дядечка, добрый мужчина помог мне сначала закинуть мою сумку, потом ее снял. Спасибо ему, иначе я бы там я бы не закинула, самое честное слово. Короче, у меня есть история, чтобы рассказать. На досмотре, я не знаю почему, в Уфе я прошла нормально, но здесь, в Москве, на досмотре всех заставляли снимать обувь. И я сначала смотрела на это в шоке, такая, почему все надевают бахилы, абсолютно все. И за мной в очереди стояла китаянка, и она ко мне обратилась. Она что-то говорила на китайском, я, если что, этот язык не знаю. И она указала на обувь. И я просто такая, типа, я тоже не знаю, сестра, я тоже не знаю. И в итоге нас обеих все равно заставили снять обувь, но ситуация смешная. Я не выгляжу как особо социальный человек, но люди всегда обращаются ко мне. Почему? Я не понимаю.
Я не верю, что я говорю это, но welcome to Astana. Если честно, первые секунды, когда мы сели, меня пробрал дикий истерический смех. И пока мы по трубе вот это шли, я просто смеялась от одной мысли, что я не в России. Я не в России. Жесть. Еще у меня руки трясутся. Ну что ж, я наконец в своем номере. Хотя номером это сложно назвать. Это комнатка в хостеле, но давайте я вам лучше ее поподробнее покажу. Вот так вот она выглядит. Здесь у нас вход, выключатели. Здесь у нас кроватка такая. Там окошко. Передвинусь сюда. Стоечка для обуви, вон там моя сумка. Куртка моя уже висит. И комодик для вещей. Вот такой вот. Так что какая-то такая комнатка, но для меня одной вполне сойдет. На улице, в принципе, не так уж и холодно. Я вот сейчас иду в продуктовый магазин, надеюсь, иду в правильном направлении. Надеюсь, Google Maps меня не обманывают. Так что да, купим себе какие-нибудь продуктики. Краткая сестра таланта, батя. Я только что вышла из магазина. Купила себе всякую всячину на сейчас перекусить и на утро не умереть от голода. Купила там шампунь. Но вот что я поняла. Я собрала почти всю свою квартиру в эту сумку, но не взяла расческу. Что я придумала? Вы можете назвать меня чокнутой, больной на голову. Но я купила одноразовые вилки, потому что в этом магазине не продаются расчески. Я буду расчесываться одноразовой вилкой. Я не знаю, насколько это рабочий способ, но Ариэль из «Русалочки» так делала, значит, я могу, почему нет? Мне, впрочем, волос-то мало, особо нечего расчесывать, но все равно надо. Ай, я сумасшедшая, товарищи, я сумасшедшая. Я вернулась с магазина. Я купила чисто по мелочи большую водичку, чтобы здесь в комнате оставлять. Водичку поменьше, завтра понадобится. Взяла шампунчик, взяла мыло. Я взяла самые недорогие, чтобы потом не было жалко их оставить здесь. Ведь с ручной кладью не пропустят. Дальше. Шоколадка, круассанчик у нас перекусили. Пюрешечка, пару йогуртов. И одноразовые вилки. Как-то так. Время 7 утра. Мне дико холодно. Я не хочу никуда идти. только что вышла из места, ради которого я сюда ехала.
Я только что сдала TOEFL. Да. Ну что ж, я немного отдохнула, теперь готова поделиться эмоциями от экзамена, ради которого я, впрочем, сюда и приехала изначально. Как я уже говорила, я собиралась сдавать международный экзамен по английскому TOEFL, и ради этого я приехала в Астану, зарегистрировалась на сайте, все такое, как сам экзамен. А там 4 части: reading, listening, speaking и writing. Мне выдало результаты сразу reading и listening, потому что они тестовые. Остальные части будут проверяться экспертами, мы ждем примерно недельку, я думаю. По каждой секции максимально 30 баллов, мне нужно было набрать как минимум 23 по каждой. Я надеюсь, writing и speaking будут 23, а по reading, listening у меня 25 и 26. Не помню, какое что. Так что это очень даже хороший результат. Я рада, хоть я и волновалась, потому что на listening я натурально засыпала. Я прям отрубала, я просыпалась, продолжала делать. Это было забавно и страшно, на самом деле. Как-то я не подрасчитала, что я закончу так рано, так бы я могла улететь уже завтра домой. Теперь у меня целая суббота и целое воскресенье, и только в понедельник утром я полечу домой. Это достаточно долгий срок. Теперь мне нужно придумать, чем заняться 2 дня. Классно. Время охренительного сторителлинга. Я брала с собой некоторую сумму тенге, обмененных еще в Уфе, и брала, соответственно, рубли, тоже некоторую сумму, чтобы обменять уже здесь. У меня сейчас в кармане оставалось 10 тысяч тенге. Я проверю, с собой ли у меня кошелек, потому что там сейчас реально огромное количество денег. Кошелек у меня, продолжаем. У меня оставалась одна купюра, буквально купюра 10 тысяч. Я хотела заказать такси небезызвестного Яндекса и хотела написать в комментарии: пожалуйста. Так, я по льду иду. Пожалуйста, типа, со сдачей из 10 тысяч. Яндекс мне не дал этого написать, пришлось вызывать без комментария. Поездка 1500, что-то с копейками стоила. Вот. И получается, мы подъезжаем к месту, к пункту обмена валюты, где я собиралась рубли поменять. Я протягиваю таксисту, говорю: вообще нет мельче. Вот приехал менять валюту. Он вообще просто добрейший души человек, просто чудесный мужчина. Серьезно. Он мне сказал, типа: я вас подожду, сходите, поменяйте рубли. Опять пойду. Ну ладно. Ну я, значит, захожу. Это типа такое, круговой торговый зал. Вот, куча лавочек. Я в нескольких зашла, в нескольких спросила, не знают ли они, где этот обменный пункт. Я показала фотки. Что-то разве что охранница сказала на 2-м этаже. Я так и не поняла, как подняться на 2-й этаж. Но вообще это не на 2-м этаже оказалось. Ну не суть. Я бегала, я расплакалась. Я уже, когда выбегала на улицу, такая: я что, умру одна без денег в чужой стране? Вот, то есть у меня прям до истерики уже было. В итоге я даже позвонила по казахскому номеру. Я не знаю, сколько с меня списалось. Чувак сказал, нужно найти входчик с мобильными аксессуарами, с вывеской. Я не нашла, меня уже нашел таксист. Он вышел из машины, он уже остановил поездку, типа завершил ее. Он такой: давайте вместе. И мы зашли в лавочек 10. В одной нам наконец повезло, нам дали размен по биш-биш, как он говорил, по 5000. И он дал мне сдачу, он уже не считал копейки за поездку.
что типа я проехалась чисто за 1500. Он даже с меня лишних денег за все это не взял. Ну и увидел, что я стою, глаза протираю. Ну, просто то, какие здесь люди доброжелательные, вот это именно, это прям видно, это прям чувствуешь, что люди действительно прям со всей душой к тебе. Ситуация просто сюр-абсюр. Я по-другому не выражусь. Но я в итоге, да, я нашла этот вход с мобильным аксессуаром, я поменяла деньги. Так что есть тенге на выживание. Это было очень весело и очень страшно. Ну все. Снимаю Samsung с айфона. Юнги одобряет. Шутка, он не одобряет айфоны вообще. А вот это выглядит как мем сыр-колбаса. Типа Москва, Астана, сыр-колбаса. А тут вообще какой-то Чайна-таун. Что это? Что это за странное сборище? Вон там, вон у нас президентский центр Республики Казахстан, если я не ошибаюсь. А мы идем вон туда, к выглядывающей египетской пирамиде. Идти, видите, много. Всем привет! Сегодня у нас на улице, как вы видите, очень жарко. Плюс 35, я думаю, сейчас на улице. Мы с вами находимся в Египте, в пустыне. И мы идем к пирамиде. Ее будет видно за мной. Нет, не будет видно за мной. Вон она, видите? Пирамида, к которой мы идем. А, я схожу с ума от пути. Вот что я заметила, здесь нет культуры кофеин на каждом углу. То есть я думаю о том, чтобы где-нибудь взять себе что-нибудь горяченькое попить. Но здесь такого нет. Здесь, ну, реально, если сравнивать, например, с Уфой, здесь очень мало кофеин. А я бы хотела что-нибудь горяченькое попить. Хотя, может, я просто не видела, потому что последние 20 минут шла по мосту, но я не уверена. Ну, прям я бы сказала, египетский Египет. Я уже второй раз так произношу слово Египет. Я не понимаю, почему. Ну вот мы, впрочем, с вами и дошли. Дворец мира и согласия. Я не уверена, что хочу заходить внутрь. Но давайте чисто подойдем ко входу. Я не знаю, что там. Да. Если вы слушаете эти крики, там просто ребенок в истерике, реально. Что не по земле катается, орет на всю площадь. Типа, они с другой стороны площади, а пацаненку на вид, ну, лет 10 точно есть. Он прям в дикой истерике. Уже, наверное, минут 15, пока я здесь. Как будто бы... видите? Как будто бы маме пора задуматься о психическом здоровье своего ребенка и не орать на него за истерику. Вот он, дворец мира и согласия. Я внутрь не пойду. Я завтра буду на У меня 2 места завтра запланированы. Я в оба внутрь пойду, а вот сегодня посмотрели, пошли дальше. Дворец мира и согласия – здание пирамидальной формы, созданное архитектором Норманом Фостером в Астане специально для проведения конгресса лидеров мировых и традиционных религий. Основан 1 сентября 2006 года. Дворец заключает в себе пропорции золотого сечения. Грани основания имеют длину 62 метра и высота равна 62 метрам. В отличие от египетских пирамид, где были лишь отдельные погребальные камеры, пирамида Дворца мира и согласия состоит из концертно-оперного зала, конференц-залов, выставочных галерей, оранжерей и многое другое.
При этом все они имеют потрясающее оформление, состоящее из различных панно, скульптур, картин и инсталляций. Самый большой конференц-зал называется Хеопс Атриум. Его площадь превышает 2000 квадратных метров. Это у нас монумент «Казахский народ». Такой вот у нас сзади меня. Я к нему поближе не буду подходить, но через дорогу тоже хорошо видно. Просто я не понимаю, где переходить, чтобы не было слишком далеко. Поэтому вот так. Да. Монумент «Казахский народ», либо же Казак-Ели, с казахского «Страна казахов», это памятник культуры и архитектуры, расположенный на площади Независимости в городе Астана. Памятник был открыт в 2009 году. Авторами памятника являются Сарсенбек Жунисов и Шанбыршы Нуркенов. Монумент Казак-Ели не просто символ суверенитета, он также отражает традиционную культуру и историю, а священная птица Самрук, сидящая на его вершине, олицетворяет тенденции Казахстана к непрерывному росту, развитию и движению вперед. Мне пришлось включить сверхширокую камеру, чтобы показать эту мечеть полностью. Она реально огромная, без шуток. Я даже не могу встать так, чтобы она поместилась. Когда я говорила, что она огромная, я не шутила, она реально огромная. Просто. Хазрет Султан – соборная мечеть в Астане, первая по величине мечеть в Казахстане. Строительство мечети было начато в июне 2009, а открытие состоялось 6 июля 2012 года. Она может вместить 5000 молящихся, а в праздничные дни до 10 000 человек. Площадь всей мечети составляет свыше 11 гектаров, а площадь сооружений составляет 17 700 квадратных метров. Здание построено в классическом исламском стиле с применением традиционных казахских орнаментов. Название Хазрет Султан переводится как «святейший султан». Мечеть была названа в честь одного из суфийских шейхов, Хаджи Ахмеда Яссави, который был поэтом, философом и мусульманским святым, известным на территории всей Центральной Азии. Я вышла из мечети. Если честно, сама бы я не осмелилась зайти. Я там нашла вход для женщин. Типа там общий вход, это понятно, но там отдельное ответвление для женщин. Типа я его нашла, я там стояла, мялась. И там девушка такая: вы зайти хотите? Вот смотрите, вот халатик тут такой. Она даже типа там не работает, она просто посетительница. И она меня еще в самой мечеть внутри уже нашла, такая: вам нравится, да? Я уже говорила о том, какие в Казахстане чудесные доброжелательные люди. Смотрите, египетская пирамида светится. Чтобы вы знали, это первый вейп-шоп, который я увидела в Казахстане. Типа,
Если они у нас на каждом шагу, то здесь я впервые увидела. Забавно. Борюсь с огромным желанием завести. Я жертва жестокого маркетинга